Всем привет, дорогие подписчики, друзья и просто зрители канала со сложным названием. Вы любите Звездные войны? А можете себе представить электромобиль с мордой штурмовика? А мы вот теперь можем, так как для обзора на сегодня выбрали Wheelmaster M7. Китайский электромобиль с очень интересным дизайном. Ну а чтобы не быть голословными, к обзору мы приступим прямо сейчас. Поехали! Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров автомобилей марки Wheelmaster. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Да, Wheelmaster имеет оригинальный дизайн, особенно передней части. Такое ощущение, что из-за руля сейчас выйдет Дарт Вейдер и скажет: «Люк, я твой отец». По переднему капоту от углов к середине идет декоративная часть в виде черного треугольника с вогнутыми вовнутрь сторонами. Заканчивается он аккуратно над линией передних фар. Причем именно линии. Она тянется от углов переднего капота, далее идет по изгибу и проходит по всей нижней грани, образуя один цельный оптический модуль. Ниже расположился аккуратный и практически монолитный бампер. И это немного нестандартно, так как обычно китайцы любят все перфорированное и с сетками. Такое ощущение, что от неимения фантазии иногда дизайнеры просто берут шуруповерты и сверлят. А тут все как-то даже скромно. Под местом для номера располагается ложемент, а по его бокам базируются косые линии светодиодов, которые играют роль передних габаритов, дублирующих поворотников и также является частью круговой подсветки электромобиля. Боковой вид скромный, даже ручки дверей в них же и встроены, почти все здесь гладко, как коленка китайской гейши. Единственное, что выпирает, боковой оптический модуль, в котором также имеется камера для кругового обзора и подсветка для кругового освещения. Люк с коннектором для зарядки находится с левого бока, в самом низу по порожку идет хромированная вставка. Камеры, кстати, здесь вообще по всему кузову. На крыше, капоте, в крыльях, на задней грани крыши, прямо над лобовым стеклом. Чтобы следить за всеми сразу видами обзора, вам придется либо отрастить еще 3 пары глаз, либо возить с собой 3 китайцев. Задняя часть строгая, без напыщенного декора. Строгая линия оптики проходит от задних крыльев и прямо по крышке багажника. В ее уголках расположились дополнительные поворотники и габаритные огни. По низу бампера под крышкой багажника идут линии еще одних стопорных огней, а под ними перфорированная пластиковая вставка. И все. По традиции присядем внутрь электромобиля. В асимметричной отделке салона серый оттенок без шва перетекает в зеленый. Селектор на центральной консоли повторяет интерфейс умных часов. В переднюю панель встроен матричный экран, дополняющий дуэт дисплеев по 12,3 дюйма и планшеты для задних седаков. Автопилот 4 уровня полагается на 32 датчика, контролирующих пространство вокруг седана на 360 градусов. Основной лидар размещен на крыше, 2 других встроены в передние крылья. Им помогают 7 камер сверхвысокой четкости, дюжина ультразвуковых радаров и тому подобное. Заявлены обнаружение других машин со 180-200 метров и распознавание неподвижных объектов со 160 метров. Соперник CG-L7 тоже обладает 32 сенсорами, но лидаров у него лишь 2. NIO ET7 имеет 1, а Xpeng P7 0, хотя у обоих по 31 датчику. Оборудование конкурентов не так сильно бросается в глаза, и китайские СМИ считают, что у Wheelmaster M7 не хватает красоты, хотя мы так не считаем. Число электромоторов и мощность не названы. Сказано о 3 вариантах батареи и запасе хода около 1000 км по системе NIDC. Фонари, как и фары, демонстрируют символы и текстовые сообщения, так что если вам придет сообщение от жены «Купи хлеба», ближайшие водители вам об этом напомнят. Семерка эволюционировала из прошлогоднего концепта Miven, но сохранила лишь общий стиль, сменив пропорции и потеряв изрядную долю самобытности. По размерам Wheelmaster M7 сопоставим с седанами Lexus ES или Genesis G80.
длина 4930 мм, колесная база 2918 мм, а кузов ощетинился множеством органов машинного зрения. Цена новинки будет озвучена чуть позже. Как вам такой электромобиль? Пишите в комментариях, а мы отправляемся на поиски новой интересной модели. А вас просим нажать палец вверх, пнуть в колокольчик и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем доброго и до завтра!